Здравствуйте! В этом выпуске будем знакомиться с интересной техникой декор для торта из желе. Такой декор эффектно смотрится на торте, а делается просто. Хорошей поддержкой для меня будет ваша подписка, и также не забывайте делиться этим видео в соцсетях. Вся нужная информация есть также в описании под видео. Самый главный элемент – это декор из желе, и его сначала нужно приготовить. Я учитывала, чтобы декор не только был красивым, но и был вкусным, чтобы его можно было кушать. Для такого желе нам нужны вот такие ингредиенты. Свое желе я готовила из виноградного компота. Можно использовать также другие ягоды, фрукты, все, что вам нравится. Из этого можно сварить компот. Здесь нужно учитывать цвет, который вам нужен для декора. Провариваем на огне 1 минутку, дольше не нужно, чтобы компот оставался прозрачным. После этого оставляем в помещении, чтобы виноград отдал свой сок и чтобы этот компот окрасился. После того, как компот остынет, он будет иметь более насыщенный цвет. Холодный компот нужно обязательно аккуратненько процедить. Сливаем аккуратненько, без осадка, чтобы желе у нас было прозрачным. Теперь берем 300 граммов компота, желатин, сахар и немножко лимонной кислоты. И если вдруг компот слишком бледный, то можно добавить немножко красителя. Я добавляю еще каплю розового. Сюда же добавляем желатин, замачиваем его в компоте. Оставляем, чтобы немножко набух желатин. После этого добавляем сахар и лимонную кислоту. Хорошенько все смешиваем. Теперь нам нужно довести желатин до рабочего состояния. Ставим в микроволновку на 30 секунд. Смешиваю, смотрю, как желатин себя ведет и какая температура. И убираю еще раз на 15 секунд. Теперь желатин полностью растворился. Пенка, которая образовалась на компоте сверху, аккуратненько снимаем ложкой. Она нам не нужна. Она будет только вредить. Нам нужно прозрачное желе. Все, наше желе готово для заливания. И теперь подготовим форму. Мне нужно, чтобы на декоре была вот такая легкая текстура. Поэтому я буду использовать вот такие силиконовые коврики. А также нужен какой-то контейнер. Я взяла обычный противень. Размеры укажу в описании под видео. На дно застилаю вот эти силиконовые коврики текстурой кверху, чтобы они отпечатались на декоре, и заливаем. С этой порцией и вот с таких размеров контейнера желе получается 3-4 мм толщиной. Толще делать не нужно, как на меня. Убираем в холодильник и оставляем, чтобы желе застыло, а также хорошо уплотнилось. Я его оставляю на 12 часов, то есть на ночь. После того, как желе уплотнилось, вытаскиваем желе на силиконовых ковриках. Для удобства я сразу разрежу на части. Вот такие полоски у нас получились. Само желе легко снимается с силикона. И у нас получается желе с такой красивой текстурой. Теперь выкладываю это все на рабочую поверхность, разрезаем полоски на части, делаем вот такие кривые линии разрыва как бы. И если вдруг вы не будете вот это желе использовать сразу, а через несколько дней, тогда его лучше хранить в холодильнике, но нужно накрыть плотно пленкой, завернуть в пищевую пленку так, чтобы желе не обветривалось и чтобы оно сохраняло вот именно свою плотность. Высота вот этих полосок 15 сантиметров, поэтому я измеряю высоту своего торта. У меня получается 11 сантиметров. Вот нужно будет еще немного укоротить. Торт для такого декора нужно выравнивать либо ганашем, либо стабильным кремом, который в холодильнике затвердевает. Вот прикладываю, присматриваюсь, вроде как бы нормально. Все, теперь начинаем декорировать. Но перед этим нужно приготовить клей. Беру желатин, заливаю его водой, оставляю набухать и также разогреваю в микроволновке. Желатин для поклейки нужно использовать горячим, поэтому придется
Во время работы придется его несколько раз разогревать в микроволновке, чтобы он был в рабочем состоянии. Все элементарно просто. По очереди берем наши части. Я смазываю посередине. Обильно смазываем, так чтобы оно хорошо держалось. Приставляем к боку торта. Придерживаем, чтобы желатин зафиксировал вот это желе. Теперь еще обильно промазываем края желе. Не жалеем желатина, пускай он может капать на поднос, либо на торт. Это все потом не будет ничего видно. Мы все это уберем аккуратненько. Но самое главное, вот этот элемент нужно хорошо приклеить, чтобы он хорошо держался. Приклеиваем части не впритык друг к другу, а оставляем вот такие разные линии разрыва. Где-то шире, где-то уже, как уже получится. Еще один такой важный момент. Приклеиваем аккуратненько, не нужно его растягивать, потому что потом будет пружинить и отскакивать от торта. Обклеиваем весь бок торта по окружности. Если где-то что-то не совпадает, можем отрезать спокойно ножницами, подправить. Срезаем все лишнее сверху торта. Здесь немножко желе выступает, поэтому обрезаем тоже ножницами все, что лишнее. И переходим к чистке подноса. Все, что упало, или желатин, который у нас накапал на поднос, все аккуратненько снимаем ножиком. Это все легко чистится, и у нас будет чистый поднос. Приступаем к дальнейшему декорированию. Я здесь использовала золото и съедобный жемчуг. Прокрашиваю золотым кондурином линии разрыва по желе. Использовала кондурин античное золото, развела на спирте. Посмотрите, какая красота у нас уже получилась. И теперь вот эти линии разрыва, некоторые я украшу еще съедобным жемчугом. Я выбрала белый. Его не нужно ни на что клеить. Вот я прикладываю просто к покрытию. Это кремовое покрытие, и жемчуг хорошо держится на креме. Жемчуг я взяла разного размера, так, мне кажется, более эффектно смотрится. Совсем мелкий бисер я приклеиваю кисточкой. Влажная кисточка, вот так макаю, набираю жемчужинки и прикладываю к кремовому покрытию. Оно тоже хорошо держится. Каждая линия разрыва декорируется по-разному. Видите, здесь так я бусинки положила, здесь есть большие, здесь меньше. А некоторые линии разрыва останутся без жемчуга, просто окрашу золотом. Ну вот, в принципе, и все. Вот такое покрытие получилось у меня. Думаю, что эта идея для декорирования очень удачная. Мне лично очень нравится такой декор. Я сюда добавила 3 розы из мастики и топпер. Мне кажется, что этого достаточно. Жду ваших комментариев по этому поводу. Пишите свои замечания, свои пожелания. Все как обычно. Желаю творческих успехов. Всем пока. До следующего выпуска.